Привет, друзья! Помимо того, что электрический транспорт экономит ваши деньги, он также может вам их еще и зарабатывать. Мало кто знает, помимо своих увлечений китайскими электромобилями, я все еще работаю в логистике. Сегодня я вам расскажу, как совместить две эти приятные вещи. Feel like Kobe, the way I don't miss. All of these bodies is making me sick. 2400, that's all in the drip. A lot of you niggas can't get into this. I run on my bag and I switch on my fit. These niggas mad they can't keep up with him. Them niggas dead get put on the list. It really costs nothing to get that boy hit. SHPD be all over my dick. Can't even walk out the crib with a blick, but that don't mean shit. Still got them demons behind me in case this shit ever get lit. I'm trying to shake something, niggas show me you really. Друзья, не буду от вас скрывать, это очень сильно смахивает для меня на Hyundai, причем на Hyundai H1 уже как бы после рестайлинговые, но только в электроварианте. Давайте же посмотрим, что у нас здесь вообще такое. Первое, чему стоит уделить внимание, это у нас пассажирская комплектация. Также существует карго-комплектация, но здесь есть один момент. Если покупать этот автомобиль в Китае, именно карго-комплектацию, она сама по себе стоит дешевле, потому что любой грузовой вариант минивэна, он, как правило, дешевле, чем его пассажирский брат. Но, учитывая, что это электромобиль, если он входит сюда в Украину как пассажирский, у него нулевой налог. Если же вводить его как грузовой, вам делается только 10% скидка на НДС. То есть, по факту в Украине цена на грузовой и цена на пассажирский получается одинаковая. Очень важный момент. Идем дальше. Вообще автомобиль получился 7-местным, но также присутствует версия даже на 9 мест. Причем уже в пассажирской комплектации шины здесь идут с индексом C, что означает карго, то есть повышенной грузоподъемности. Здесь стоит рессорная подвеска, дорогие друзья. И, по-моему, как по мне, для грузового автомобиля или даже для многопассажирского это самое лучшее решение. Даже несмотря на то, что сейчас уже в Украине делают дороги намного лучше, рессорная подвеска славится своей неубиваемостью. К тому же здесь достаточно большой дорожный просвет. Сейчас я вставляю точную цифру, сколько это в миллиметрах, для того, чтобы вас не обмануть. И мы передвигаемся к багажнику. Так что мы здесь наблюдаем. По моему опыту, одна европалета сюда спокойно может вместиться. Получается, здесь снятый третий ряд. Также здесь существует четвертый, в случае с 9-местным автомобилем, с 9-местной версией. То, что вы сейчас можете наблюдать, это распорки для амортизаторов. И точно так же можно снять, можно одеть обратно. Это все делается причем очень быстро. То есть, по факту, вы можете организовать этот автомобиль для себя так, как вы считаете нужным. Интересный момент, то, что они сделали, это мягкий пол. Почему такое было принято решение, на самом деле тяжело сказать. Одно я знаю точно, если бы я занимался грузоперевозками на этом автомобиле, я бы положил какие-нибудь ковры. Перед тем, как сесть в водительское кресло, попробуем второй пассажирский ряд. На самом деле места для ног здесь хватает, то есть можно двигаться в разные стороны. Не обращайте внимания на то, что машина в пакете, она новая, это очевидно. Здесь у нас, получается, есть ручка. Вот, можно разложиться без каких-либо проблем. На самом деле очень хорошо себя чувствуешь. Продуманные сиденья. Что интересно, даже несмотря на то, что это как бы считается относительно, наверное, бюджетный вариант электромобиля для перевоза грузов, здесь поставили задний климат-контроль, который к тому же можно регулировать через вот эту вот крутилку. Подлокотник также есть в различных комплектациях, просто здесь получается, почему по какой-то из причин его нет. Но я думаю, это тоже не проблема, его сюда можно будет поставить. Едем дальше. Так, плавно перемещаемся за водительское кресло. Что мы видим? Это, конечно, не мультируль, но с другой стороны, что здесь еще надо? Здесь есть радио, здесь есть кондиционер. Конечно, это не климат-контроль, ну, а зачем, в принципе? Учитывая, что это в первую очередь автомобиль для того, чтобы экономить деньги. Я думаю, чем меньше наворотов, тем меньше поломок. Здесь же есть, можно отключить AC, включить подогрев с кнопки, как это сделано в большинстве китайцев. Отключить имитацию звука электродвигателя. Коробка передач в типичном стиле в виде шайбы, как для электромобилей, для китайских выполнена вот в таком круглом стиле. Ручник ручной, не электронный. Здесь должен быть подлокотник, но здесь полость. Я думаю, что, в принципе, поставить сюда подлокотник не составит труда. Электроподъемники все здесь электро.
Далее, обдувы есть со всех сторон. Качество исполнения очень-очень неплохое. Ничего не скрипит. Мне лично все очень нравится. Здесь у нас дворники, фары не LED, типичные светодиодные лампочки, которые в будущем можно будет поменять. Ну и даже UBD-разъем есть. Я думаю, пришло время плавно перейти к тест-драйву. Сейчас режим спорт включим и поедем. Я уже миллион раз рассказывал о том, что режим спорт это не какая-то там сильная прибавка к мощности, это чисто... Короче, педалька просто быстрее реагирует на нажатие. Все. Здесь у тебя есть окошки, форточки, даже у пассажиров сзади есть. Это вся движуха открывается, Денчик показывает. Денчик все красиво, удобно, четко. Вот так вот. Что еще надо? Сзади, блин, палетку можно воткнуть с каким-нибудь пивосом. И эту всю движуху так развозить по городу. Можно даже не по городу, можно даже на межгород ездить. 400 километров на одном заряде. По своему опыту говорю, что реально она проедет где-то 300-350, если она будет загружена и на высокой скорости, там 100 километров в час, допустим. Но она проедет. И вы подумайте, к примеру, появляется у вас какой-нибудь офигенный груз, там, где вам платят, допустим, 15 гривен за километр. Ну, это, конечно, в лучшем случае, но, к примеру. Ну, с такими ставками, с дешевизной зарядки, это, в принципе, можно отбить где-то за 15 месяцев. Автомобиль, если у тебя будет постоянная загрузка. Но если даже подумать насчет экономии топлива, что через 600 тысяч километров эта машина сэкономит где-то около 1 миллиона гривен на топливе, то это даже в худшем случае, если вы будете заряжаться промышленным киловаттом, там, который 3 с копейками гривен стоит. Я забыл упомянуть цену. Многие из вас сейчас скажут 30 500 долларов за этот автомобиль, за новый в Украине. Дорого, вы скажете, да? Я скажу, а почему дорого? Во-первых, это реальная инвестиция, это реально рабочая лошадь. Его можно использовать как для пассажирских перевозок, его можно использовать для грузоперевозок, он универсален. Только истинные бизнесмены поймут то, о чем я говорю сейчас. Мало того, тут даже обслуживать нечего. Тут, скорее всего, Денчик, вот ты согласен, что здесь половина запчастей от Hyundai H1 подойдет? Полностью с подвеской, со всеми делами. Ну, полностью с подвеской. Кузова, я думаю, задние тоже подойдут от пятки, да. От Hyundai H1 половина запчастей сюда подходит. Тут даже ничего выдумывать не надо. И ломаться тут по большому счету нечего. Опять же, держим в голове, что у нас это электромобиль. Тут есть датчик давления в колесах, остаточный запас хода, одометр, процентаж аккумулятора, как это тяжело было выговорить. Да. Датчик буста, то есть какая у нас нагрузочка на двигатель в настоящее время, и спидометр. Все. Все, что еще надо? Ну, можем поклаться, там чуть-чуть посмотреть, что еще здесь есть. Одометр, колеса. И все. По-моему, этого хватает с головой. Смотрите, сейчас попробуем вот эту ладу тупо надрать. И как мы это сделаем? Вот так просто. Вы подумайте только, какой здесь крутящий момент. Ну вот как пример просто, как пример я показываю. А тормозит как, рекуперация. То есть, помимо того, это не просто такой мелкий грузовичок, это еще и грузовичок с отличной управляемостью, понимаете? Мы реально сейчас тупо наваливаем, мы наводим жесткую суету в славном городе Днепр, и никто не может нас догнать, потому что мы можем себе это позволить. На карговене, на карго машинке вообще. По-моему, это шикарно. Все-таки рессоры, по-моему, это очень классно. Надежно, как пружина от дивана, так сказать. Прекрасные виды славного города. Идем на разворотик. В поворотах себя очень неплохо ведет. Очень классный угол выворота. Даже, наверное, в больших мегаполисах, в больших городах, где-нибудь там в жилых комплексах будет себя ощущать очень комфортно. В горку тянет очень хорошо.
Электростеклоподъемники опять же. Я доволен. Если вы меня хотите спросить мое мнение, я доволен. Мне нравится, как она едет. Она динамичная, она грузоподъемная и очень классно чувствуются ее габариты. Если кого-то интересует то, как этот автомобиль себя будет окупать, то есть проценты, ставки вообще, то есть как это все будет выглядеть, это машина инвестиция. Это машина инвестиция. Но как по мне, даже несмотря на то, что ультра сильно зажраны в плане электромобиля, да вообще в плане любого автомобиля, наверное, я на такой ездил каждый день. И вообще не стыдно, она классная. Машина реально классная. И она универсальная. Поэтому подписывайтесь на канал, оценивайте видео, ставьте лайки, дизлайки, то как вам угодно. И увидимся в следующих обзорах. Пока.